Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень вкусное и очень необычное сочетание цветов. Обратите внимание, у нас очень темно-коричневый цвет в основании, цвет темного шоколада, цвет кофе горького, но при этом дизайн на этом цвете мы будем делать голубым оттенком. Как многие из вас догадались, это ручки моей мамы. Так вот, я когда ей предложила это сочетание цветов, она сначала кричала: «Ты что? Коричневый с голубым, это совсем не смотрится!» Но когда мы сделали два пальчика, ей настолько понравилось, что она попросила украсить и третий пальчик на этой руке в тех же самых оттенках. И на самом деле, если разобрать цветовой круг и разобрать именно соотношение цветов друг к другу, мы увидим, что это контрастная пара. То есть они составляют контраст друг к другу и вместе смотрятся довольно симпатично, точно так же, как красный с зеленым или синий с желтым. А еще очень часто это сочетание цветов используют модные дизайнеры при создании луков. То есть, если вы посмотрите, если вы погуглите модные коллекции, то вы увидите, что очень часто совмещаются между собой коричневые и голубые оттенки. Поэтому смело отнесем это цветовое решение к модным цветам осени и будем рисовать такой себе не совсем осенний дизайн ногтей. Итак, у нас коричневый, у нас голубой и у нас голубые цветочки на коричневом фоне. Я решила сделать такой себе принт ткани, поэтому цветочки довольно-таки грубо выполнены, очень интересны именно своей простотой выполнения. И если вы обратите внимание, здесь видео я совершенно не ускоряла для того, чтобы вы могли рассмотреть каждое движение кисточки. Ну а для тех, кто не может рассмотреть нюансы, я сейчас озвучу. Девочки, вот такие вот живые линии, живые лепесточки рисуются в технике капелька и потянули. Обратите внимание, я набираю капельку красочки на кисточку, выставляю ее на ноготочек и из этой капельки более плотной вытягиваю тоненький хвостик. То есть материал у меня остается в капле и потом вытягивается тоненькая линия. При этом, чтобы линия была еще тоньше, кисточка при вытягивании материала поднимается перпендикулярно поверхности. То есть заканчиваю линию я буквально-таки одной волосиночкой из кисточки. При этом 2 минуты – это реальное время создания таких цветочков на двух ноготочках. То есть это из разряда скоростных салонных дизайнов, которые совершенно не требуют временных затрат. И как вы все знаете мою любимую коронную фразу, на этом можно было остановиться. Но, опять же, эта коронная фраза не для меня, я ее вам напоминаю постоянно, но сама никогда ей не следую. Я решила свои цветочки усложнить путем добавления бежевых серединок. Опять же, капелька и потянули буквально-таки в одно движение, добавляем в серединку лепесточков так, чтобы у нас получилось тоненькая полосочка фонового коричневого цвета, чтобы создалось впечатление, как будто мы каждую бежевую серединочку 3 дня кисточкой тонкими линиями обводили коричневым цветом. Далее будем переходить к литью пигментами. Напоминаю, для того, чтобы пигменты не прилипли туда, куда нам необходимо, мы перекрываем ноготки финишным покрытием и потом финиш бафим при помощи бафика. Нам нужно убрать весь глянец с финиша, иначе в глянцевую поверхность вотрется наш пигмент. А так он вотрется только в те линии, которые мы специально для этого нарисуем.
Ну а теперь, как всегда, то, что строит наш дизайн – тонкая прорисовка. При помощи этой тонкой прорисовочки мы очерчиваем форму наших лепесточков, добавляем серединку нашим цветочкам и добавляем связующие элементы, которые соединяют у нас цветочки между собой и привязывают их к поверхности нашего ноготочка, чтобы цветы не висели у нас в воздухе, а все-таки составляли часть ногтя и являлись дизайном конкретно для этой формы и этой длины ногтей. Линии ведем очень тоненько, самым кончиком кисточки. На кисточке материала у нас совершенно немного, потому что если материала будет много, то у нас получатся капельки, из которых мы делали цветочки. Поэтому мы убираем эти капельки и рисуем именно тонкие линии. Обратите внимание, кисть работает перпендикулярно поверхности и работает буквально-таки одна волосиночка на кончике кисти. Ну а если, несмотря на все ваши усилия, тонкой линии у вас получаться не хочет, вы можете посетить мои онлайн-курсы, которые показали буквально-таки потрясающие результаты у девочек. Девчонки-нулевичочки, которые в глаза никогда не видели кисточку, после месяца постоянной работы и постоянного контроля рисуют прямо-таки шедевры. Если кто-то мне не верит, зайдите ко мне в Инстаграм, и там есть работы учениц с этих курсов. После того, как мы сделали полностью прорисовочку, мы буквально-таки 3 секундочки подхватываем красочку в лампе. Мне в данном случае нужна остаточная липкость, потому что на нее пигмент ляжет вот таким вот пушистым мотивом. Я решила этот мотив сохранить, поэтому я прихватываю буквально-таки чуточку и сразу же затираю пигмент. И повторяем все эти шаги для оставшихся пальчиков с дизайном. Обратите внимание, на большом пальчике мы изменили композицию дизайна. Мы делали не полностью заполненный ноготочек, а такую себе диагональную композицию. Если вы вдруг пропустили эфир про композиции у меня на канале, я ссылочку на него добавлю в описании. После того, как мы хорошенечко просушили втертый пигмент, убираем излишки пигмента при помощи щеточки и перекрываем финишным покрытием. Все, наш дизайн на этом готов.
Я же надеюсь, вам сегодня было интересно. Я надеюсь, вы подписаны на мой канал, потому что впереди вас ждет еще очень много интересных уроков. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.